Друзья, сегодня поговорим на такие темы. Связь между детьми, иммигрантами и родителями. Как получить ВНЖ в Испании, виза Д и работа в Испании. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях, касающиеся Испании. Я ищу самого лучшего специалиста, самого профессионального специалиста, который отвечает также профессионально на ваши вопросы. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Марьяно, добрый вечер. Добрый Спасибо вечер. за время уделенное. Вот такие вот вопросы сегодня задали. Миша Смирнов. Алекс, а если, к примеру, я пенсионер и хочу иметь ВНЖ в Испании, чтобы приезжать на зиму, так как я живу в Сибири, могу ли я получить ВНЖ? Я задал этот вопрос, потому что если я открою визу и пробуду полгода, боюсь, чтобы не было проблем на следующую визу, так как бы слишком долго был в стране. Не очень понятно. Ты понимаешь? Не очень понятно. И есть второй вариант. Если он не хочет, тут можно получить шенгенская виза и пробить тут 3 месяца. Да, 3 месяца, ну, а может и больше. Да, дают на полгода. Да, 3 месяца, каждые 6 месяцев. Он только может тут быть 3 месяца и выехать. И выехать 3 месяца в Россию. Да. Или можно 1 месяц, и 1 месяц в России, можно это там играть как угодно. А еще лучше сделать резиденцию, ВНЖ. Да, ВНЖ. Если есть возможность. Такая. Есть возможность, но надо... И будете ездить, когда вам заблагорассудится. Из Сибири. Вот так вот. Из Сибири, будет... Далековато, но... Далековато. Иванов задает. Интересное обсуждение. Это под видео, где я разговаривал с психологом. Это психолог. Мы разговаривали на тему иммиграции, проблемы иммигрантов, психологические проблемы. Вот. Я хочу сказать, что ассимиляции помогают общины в других странах. И так можно найти себя в чужой стране. Да, собственно, так врастали и формировались многие народы. Яркий пример Южной и Северной Америки. Что касается родителей, то я не согласен и тут с психологом. Странным образом он обрывает связь детей и родителей, прям как в дикой природе у зверей. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Вычеркнул ты, вычеркнут и тебя. Но мы же люди. Есть народы в бывшем СССР, а теперь государства, где нет брошенных стариков и детей. То есть нет домов. Я не буду все это читать очень долго. На самом деле, Иван, на самом деле он не имел в виду обрывать связь. То есть этот психолог сказал, Алексей его зовут, Алексей сказал, что возможно, то есть был такой вопрос, привозить ли родителей в страну, куда ты эмигрировал. И психолог Алексей сказал, что возможно, что они не захотят. Возможно, что им не нужна эта страна. Они себя там хорошо чувствуют. Они, если, например, живут в Украине, они привыкли вот к этим, к зиме, они привыкли иногда друзья, к ветру. все у них, да, это вся жизнь прошла там. Он это имеет в виду. Не значит обрывать связь. Также он же говорил там видео, значит, по видеосвязи общаться всегда нужно, ни в коем случае не обрывать связь. Просто он имел в виду не вырывать с корнем родителей. Вот я здесь, и вы здесь должны быть рядом со мной. Конечно, надо помогать, там материально надо помогать, и ездить туда помогать. Может даже их иногда привезти, но их жизнь там. Там их друзья, там их родственники, там уклад, может быть, экономически не так, значит, может... Да, и когда они старые, переехать будет скучно и трудно. Это, поверьте, вот на моем опыте, на опыте вот моей мамы, это так. Но не обрывать связь ни в коем случае, вы просто неправильно поняли. Док Завудинова задает. Имеет ли гражданин, извините, если неправильно называю, имеет ли гражданин ЕС право на работу в Испании? Да. Скажем, из Германии. Из Германии, да. Он как? Он право на работу изначально не имеет, но ему намного проще, чем из России. Приехал сюда. Но он получит карточка с права на работу, и потом придется найти работу. Он должен доказать минимальный доход около 10 тысяч. Чтобы получить эту карточку, имеется медицинская страховка, и он получит очень быстро, тот же самый день, карточка резиденция 5-летняя. И потом придется, если он хочет тут жить, придется ему найти работу, устроиться где-нибудь. Все так же, но просто, конечно, гражданину ЕС будет проще, чем из России, например, человеку.
Ну хорошо, такое мимо. Это вот про видео про обзор квартиры дешевой в Бенидорме. Ну хорошо, такое мимо. Ибо из России едем не для этого. Подскажите, с каких цен стартует нормальное жилье с нормальными соседями в Аликанте и Бенидорме? Как Нормально. ты думаешь? С каких стартует, как начинается? Цена? От скольки? В Аликанте нормальный район. Вы имеете в виду, чтобы не было цыганцев, не было никаких проблем? Я бы сказал, можно найти 70 тысяч, 3 комнаты, 2 комнаты, не в центре, конечно, но можно. Но не цыганский район. Не цыганский, да. Обычный рабочий район. 60 тысяч можно найти, я бы сказал. Зависит тоже от состояния квартиры, это старый дом или здание, можно за 60-50, тоже в пригороде, хороший район, хорошие соседи, за 50 тысяч тоже можно найти. ¿Cómo que no? ¿En Alicante? 50. 50. От 50 за 50 тысяч в нормальном районе? Что нормальные районы? Не цыганский. Да, в пригород, не в центре города. Ну хорошо, если это вообще в пригороде, да, ну хорошо. В пригороде можно найти да, за 50-60 тысяч. Да, хорошо, это правда. Правильно. И это Аликанте город, есть автобус там. Ну да, центр. Ну, примерно, да, в принципе, да. Просто вам нужно знать, не сразу довериться там каким-то риэлторам, да, или каким-то там помогалам. Да, конечно, риэлтор будет там брать с комиссии, и тоже надо либо сам найти, либо... Да. Вы сначала узнаете, какие неблагополучные районы, давайте их так назовем, да, неблагополучные районы. Вы исследуете, узнали какие-то районы и уже их сразу отмести. А потом те, которые где подешевле, уже самим объехать, посмотреть, смотреть объявления самим на испанском языке. Ну, можно, конечно, можно найти, да, может быть, если вы готовы делать ремонт, можно найти тоже за эти цены и сделать ремонт на ваш вкус. Тоже, может быть, за 8 тысяч. Обычно, да, так и делают. Подешевле покупают, а уже сами в процессе доделывают одну комнату, вторую. Цена будет низкая, потому что там надо вести ремонт, и может быть за минимальные 7-8 тысяч или больше, можете там тоже. А вот есть такое, знаешь, вот ты мне скажи, такое мнение есть, что люди думают, что недвижимость от банка, она дешевле, чем в агентствах. Это тоже не всегда верно. Это не 100%. Не 100%, и тоже есть потом другие там минусы. Тонкости или подводный камень от банка. Не всегда там так получится. Или там не скрывают что-нибудь. И вообще сейчас нет много от банка, потому что все было продано уже 10 лет тому назад, как ты знаешь, наверное. Да. И есть очень плохое состояние, там надо, наверное, больше, чем 10 тысяч ремонт тратить. Так, да, есть, можно найти. Хороший в центре города от банка, это уже... Я тоже думаю, что иногда я просто смотрю, мониторю цены, и я смотрю, банк продает дороже, чем агентство продает, дороже, чем частники продают. Частник подвинулся, а банк, он большой, ему все равно. Он выставил эту цену и купит, не купит. Ему... Да, и торговаться с банком очень трудно, лучше с физическое лицо, если вы хотите торговаться, да, Бенидорм. Там, если проговорить про новое здание, есть бассейн, это будет сколько? 100 тысяч? Больше уже. Небоскреб ты имеешь в виду? Это вот эти вот, которые свечки, там от 200 тысяч. Так уже так дорого? Там всегда так было. Сколько там есть? Там 4 комнаты? Ну хорошо, нет, даже минимальные там, скажем. Они спрашивают, потому что они хотят самые низкие, поэтому я говорю о 50, 60, 70. Ну а потом, между прочим, в Бенидорме не только свечки, вот не только небоскребы, там же и разные районы есть, в том числе вот этот район, который вам не понравился. Она, наверное, спрашивает это, иначе она нам не спрашивала вопрос. Да. Я думаю, она ищет самые низкие. Я бы сказал вам от 100, в Бенидорме от 100, более-менее, вот, чтобы вам можно было там до центра дойти, да. А вообще можно рассматривать и район Бенидорма. Там вот Ланусия мне очень нравится. Потом это зависит, если у вас есть дети, вас надо вводить их в какие-то образовательные центры, там, или вы просто будете жить, не надо ни на работу не ходить, ни бизнес контролировать. Тоже зависит. Я в Ланусии прожил 5 лет. В Ланусии очень красиво, спокойный. Шикарно. Горы. Все новенькое строили, да. Все, никаких таких вот подозрительных личностей там нет. До моря доехать вниз я ездил на велосипеде. А, да? Правда, потом подниматься. Да. Ну, тренировка. Друзья, вот все вопросы, которые сегодня мы обсудили, поговорили.
которые вы задали в комментариях. Пожалуйста, продолжайте их задавать. Я буду искать специалиста, может быть, сам на что-то отвечу. Всем пока, хорошего настроения, скоро увидимся.